Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «5 самых скандальных семейных пар в СССР». Разводиться в Советском Союзе не приветствовалось. Вышла замуж – терпи до конца. И мужчин тоже осуждали за слишком частую смену партнерш. Процветала строгая мораль и активно продвигались консервативные ценности по отношению к самой главной ячейке общества – семье. Тем не менее, были и исключения из правил. Люди, интимное поведение которых вызвало немало пересудов. Да, разумеется, они были известными личностями – поэты, наркомы, дочки генсеков. Потому и плодившиеся вокруг них слухи постоянно обсуждали в очередях и на кухнях. Но, как говорится, без искры костер не разжечь. Значит, зерно истины в этих сплетнях все же существовало. Постараемся внести ясность, что было на самом деле, а что насочиняли. Коллонтай и Дыбенко. Александра Коллонтай была дочерью генерала, получила прекрасное образование, много путешествовала по европейским странам, слыла ярой революционеркой, боровшейся за права женщин. Ничто не предвещало того, что она спустится со своих высот к простому матросу, выходцу из крестьян, грубому и неотесанному мужлану. К тому же солидная разница в возрасте, ей уже 45 лет, а Павлу Дыбенко только 28. Почти ничего общего, кроме любви к свободе. После совершения революционного переворота Коллонтай вошла в состав советского правительства, туда же определив и своего возлюбленного матроса. Она заняла должность, соответствующую сегодняшнему министру социального обеспечения, а он – наркома по военным и морским делам. Весной 1918 года влюбленные заключили брак, записав его не в церкви, а в отделе записей гражданского состояния. Это был один из первых браков, заключенных в ЗАГСе без венчания. С тех пор в СССР семью стали создавать именно так, по новым правилам. Брак этой пары широко освещался в советской прессе. Его использовали в целях пропаганды нового и свободного общества. Александра постоянно поддерживала своего молодого супруга, несколько раз спасая от расстрела. Например, еще в феврале 1918 года, до свадьбы, Дыбенко и его отряд не смогли остановить войска Германии под Нарвой и Псковом, за что матроса должны были расстрелять. Александра Михайловна походатайствовала, и Дыбенко отделался лишь исключением из партии и лишением всех должностей. В том же году, но уже летом, Дыбенко попал в плен к немцам. Коллонтай подключила все свои связи, и его обменяли на несколько немецких офицеров. Бывали и другие казусы, из которых матрос выходил сухим благодаря своей супруге. Она помогла ему снова вернуться в ряды партии и возвратить должность наркома. Но их совместная жизнь продлилась только 5 лет. Грубая натура Павла не давала ему покоя. Он стал пить, пускался в загулы с изменами. Александра, которая раньше ратовала за права женщины и отрицала ревность, стала сама закатывать скандалы. Но Павел исправляться не хотел. Тогда Коллонтай просто вычеркнула его из своей жизни, попросив власти направить ее за рубеж в качестве дипломата. Когда Дыбенко образумился, было уже поздно. Он предпринимал попытки вернуть супругу, даже показательно устраивал сцены самоубийства. Но на Александру это не подействовало. Павел смирился, нашел себе новую жену, по-прежнему занимал высокие посты в Красной армии. Однако в 1938 году он попал под колесо большого террора с обвинением в шпионаже и высшей мерой наказания. Коллонтая рядом не было, никто Дыбенко уже не спас. Она же прожила долгую жизнь, много общалась со Сталиным, с лидерами европейских государств и покинула этот мир ровно за год до смерти вождя, в марте 1952, достигнув возраста 80 лет. Ежов и Хаютина. Суламифь Соломоновна Фейгенберг, называвшая себя просто Женечкой, вышла замуж в 17 лет за простого слесаря, став Евгенией Хаютиной. С этой фамилией и прожила до конца своих дней, несмотря на то, что потом не раз еще меняла мужей. Вторым супругом Евгении стал Алексей Гладун, директор издательства. Он с молодой супругой вскоре отправился в Лондон на дипломатическую работу. Поработав там какое-то время, Гладун перевелся в Берлин, но вскоре был отозван в Москву. А Женя осталась в полпредстве и закрутила роман с Исааком Бабелем. Через какое-то время она вернулась в Советский Союз, а Гладун ничего не подозревал. На отдыхе в Сочи в 1929 году Хаютина познакомилась с невзрачным и щуплым работником Компартии Николаем Ежовым. Он тогда был всего лишь кадровиком в организационно-распределительном отделе ЦК. Но Евгения смогла разглядеть в маленьком Ежове большие амбиции и поддерживала знакомство уже по возвращению в Москву. В течение 2 лет Ежов быстро продвигался по карьерной лестнице и смог приблизиться к самому Сталину.
Все это время он был без ума от Евгении, не раз предлагал ей руку и сердце. Она же не спешила разводиться с Гладуном. Но когда он стал наркомом, то согласилась и тут же поставил мужа в известность, что хочет развода. Гладун не возражал. Под покровительством Ежова Хаютина стала руководить солидным изданием, которое писало о советской жизни в зарубежной среде. Евгения считала себя богемой и позволяла себе заводить интрижки на стороне. В те годы она была невероятно счастливой, еще не подозревавшей, что жизнь может закончиться внезапно. У Хаютиной был свой салон, куда приходили яркие и интересные люди того времени. А многие были влюблены в красивую супругу наркома Ежова. Она же казалась всем энергичной, полной разных планов, умела хорошо играть на рояле, обладала хорошим голосом. Все уже не спорилось, все ей было интересно. Свежие авторы, новые авторы и постановки в театрах Москвы. Женщины ее круга общения даже за глаза называли Евгению стрекозой, а ее невзрачный, но влиятельный муж наблюдал. Он устроил слежку за супругой, уверенный, что она рано или поздно попадется на измене. И вот однажды получил стенограмму интимной встречи Евгении и писателя Шолохова. Шолохову ничего за это не было. За автора «Тихого дона» вступился сам Сталин, приказав уничтожить компромат. А вот для Евгении начались темные дни. Стали арестовывать лиц из ее ближайшего круга. Женщина впала в жестокую депрессию. Ежов, видя, что Евгении все хуже и хуже, отправил ее полечиться в психоневрологический санаторий. Поставили диагноз – астенно-депрессивное состояние, с которым Хаютина пролежала в психушке пару недель. Ранее, когда еще дела были не так плохи, супруги говорили о том, что в крайнем случае, если что начнет раскручиваться против наркома, то жена получит от Ежова одну безделушку. Это будет сигналом, что все потеряно. К безделушке прилагался люминал, сильное снотворное. Евгения получила посылочку 21 ноября 1938 года и все сделала, как уговорились. Суламифе не стало в возрасте 34 лет. Ежов даже не пришел на похороны супруги, а про самоубийство произнес: «Все правильно Женя сделала, все правильно». Сам Николай после гибели Евгении предался всяческим излишествам и разгулу, но ее смерть оказалась напрасной. Ежов был арестован в апреле 1939 года, а через год его расстреляли, обвинив в подготовке госпереворота. Маяковский и Брик. Лилия Юрьевна Каган, дочь русского и еврейки, познакомилась с Осипом Бриком еще когда ей было 13, а ему 17 лет. Девочка была очень влюбчивой, а он не замечал подростка. Шли годы, Лили не могла забыть Осипа, дошло до того, что на нервной почве у нее стали выпадать волосы. Спустя 7 лет после знакомства в 1912 году они все-таки поженились. Лили ждала чего-то особенного в этом браке, но через пару лет страсти улеглись. Осип уже перестал интересовать неугомонную женщину, хотя она продолжала оставаться от него в какой-то психологической зависимости. На смену этому в жизни Лили Брик пришли новые любовные похождения. Она меняла любовников, а Осип на все смотрел сквозь пальцы. В 1915 году в одном из литературных салонов, который, между прочим, содержала Лили, она познакомилась с Маяковским. Сначала он не интересовал эту блистательную женщину, но, когда прочел «Облако в штанах» и спросил, может ли посвятить свою поэму Лиле, все вокруг поняли – случилось нечто важное. Поэт сразу же попал под чары темноглазой Лили и больше не замечал никого вокруг. Влюбившись, Маяковский около 3 лет добивался близости с чаровницей, и в итоге это ему удалось. Поставили в известность и Осипа, который возражать не стал, так как совсем охладел к жене. Более того, Брик сам восхищался талантом Маяковского, и именно он помог поэту издать поэму «Облако в штанах». Правда, Осип разводиться не спешил. Когда Брики жили в Петербурге, Маяковский снимал комнатку неподалеку, а после переезда в Москву они так вообще заселились в одну квартиру. При этом совместная жизнь не мешала Осипу, Лиле и Владимиру заводить романы на стороне. Сплетни о таком треугольнике моментально разлетелись по всей стране. Все родные и друзья пребывали в полнейшем шоке, стремились образумить это трио. Но на уговоры ни Осип, ни Владимир, а уж тем более Лиля, не обращали никакого внимания. Владимир был сильно влюблен в Лилю. Она знала об этом и поступала иногда крайне жестко. Много лет спустя Брик рассказывала, что порой запирала Маяковского на кухне и была в постели с Осипом. В такие моменты поэт не находил себе места от ревности. Он стучал, кричал, плакал и рвался в спальню. Это понравилось Лиле. Понимая, что ни к чему хорошему такие отношения не приведут, поэт даже думал жениться на другой женщине. Однако Лиля смогла уговорить не делать этот шаг. Дело в том, что Брики жили на деньги Маяковского и потерять такой хороший источник дохода не хотели.
Более того, несмотря на то, что Лилия не была в браке с Маяковским официально, ее по факту признали женой поэта и наследницей его имущества. 14 апреля 1930 года, когда Лилия и Осип находились в Германии, они получили телеграмму о смерти Владимира. Он покончил с собой, написав записку, в которой оставлял Лиле половину своего имущества и авторские права на издание произведений. И в конце добавлял: «Лиля, люби меня». Она рассказывала, что однажды ей приснился Маяковский, и она ругала его за то, что наложил на себя руки. Он ответил: «Ты сделаешь то же самое». В 1945 году Осип Брик умер, а Лилия еще 2 раза выходила замуж. Когда ей было уже 87 лет, вместе с мужем Василием Катаняном они переехали на дачу, так как Лиля сломала шейку бедра. Однажды он уехал в город по делам, а когда вернулся, обнаружил мертвую Лилю, которая оставила записку с просьбой в ее смерти никого не винить. Аллилуева и Питерс. В свои 33 года дочь Сталина Светлана Аллилуева уже 3 раза побывала замужем и родила 2 детей, воспитанием которых практически не занималась. Ей очень хотелось за границу. И вот, встретив очень пожилого индийца, Светлана решила выйти за него замуж. Но в Кремле добро не дали. Вскоре индиец умер, и Аллилуева, дабы почтить прах усопшего, отправилась в Индию, сопровождая покойника. А там она поступила весьма умно. Запросила политического убежища в посольстве США. Бросив своих детей в СССР, Аллилуева переехала на ПМЖ в США в 1967 году. В Америке Светлана всячески охаивала свое родство со Сталиным, написала мемуары, за которые получила несколько миллионов долларов. В 1970 году Аллилуева нашла новую любовь – архитектора Уильяма Питерса, и, выйдя за него замуж, стала именоваться Ланой Питерс. Уильям, помимо того, что был архитектором, являлся еще и азартным игроком. Он промотал не только свой бизнес, но и деньги Светланы. Многие сходятся во мнении, что советская знаменитость нужна была ему лишь ради денег. Ведь тогда она как раз получила внушительный гонорар за одну из своих книг. Когда деньги кончились, Питерс развелся с Аллилуевой. В этой недолговечной семье родился поздний ребенок, дочь Ольга, которая потом именовала себя Крис Эванс. В 1980-е годы, когда СССР руководил лояльный к Западу Горбачев, Аллилуева попыталась вернуться на родину с дочерью, ей даже выдали квартиру в Тбилиси. Но другие дети не приняли мать, а самой Светлане жизнь в Советском Союзе не понравилась. Она и Ольга вновь уехали в Америку уже навсегда. Дочь советского вождя закончила свою жизнь в пансионате для престарелых в 2011 году. Брежнева и Кио. У Леонида Ильича Брежнева дочка тоже оказалась не самых строгих правил. Галина выходила замуж 3 и имела весьма взбалмошный характер. Если 2 ее мужа были вполне по вкусу Леонида Брежнева, то 3-й, иллюзионист Игорь Кио, был младше Галины на 14 лет и портил весь престиж партийного руководителя. Это замужество, где Галине было уже 32, а Игорю только 18 лет, продлилось всего 2 недели. Поэтому рассказывать про сей странный брак особо и нечего. Игорь и Галина познакомились в цирке и какое-то время встречались. Тогда Галя была еще замужем за Евгением Милаевым. По словам женщины, Милаев сам ей изменял. Поэтому она захотела развестись, даже не подумав, что у нее с Евгением подрастала дочка Вика. И после развода Галя сразу же уехала с Игорем в Сочи. Отцу она оставила письмо, что, мол, вышла замуж за Кио, но приврала, написав, что избраннику 25 лет, так как прекрасно понимала, что Брежнев этот брак не одобрит. Тогда Леонид Ильич еще не был генсеком, но связи имел огромные. Галину быстро разыскали, отправили домой самолетом, ее счастливое замужество продлилось только неделю. У иллюзиониста же спецслужбы отняли паспорт, а когда вернули, то штампа о браке в документе уже не было. Однако встречи Игоря и Галины продолжались еще несколько лет, пока Брежнев не нашел своей дочери приличного мужа. Но это уже другая история. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.